Село Каменское в 15 километрах от подмосковного Наро-Фоминска заслуживает отдельного визита, хотя здесь сохранился всего один храм, зато какой! Это один из двух древнейших храмов Подмосковья, построен во второй половине XIV века, а его белокаменные стены сохранились с тех пор до наших дней. Село на берегу речки Нары издревле находилось во владении московских князей. Впервые оно упоминается в 1325 году как село Каменическое в грамоте Ивана Калиты. Московский великий князь отдает его в наследство своему младшему сыну Ивану. Этот сын, князь Иван Красный, прозванный так за красивую внешность, отец Дмитрия Донского. Был он человеком миролюбивым, получил даже второе прозвание «Кроткий». Он-то и выстроил в своей подмосковной вотчине белокаменный храм в честь святителя Николая Мирликийского. Так как река Нара в то время была, по сути дела, границей Московского княжества, храм строился и как оборонительное сооружение с мощными стенами, которые могли защитить сельчан от нападения. Архитектор, строивший храм, скорее всего, либо учился за границей, либо был приглашенным иностранным мастером. Московские князья нередко пользовались услугами иноземных зодчих. Дмитрий Донской, получивший в наследство Каменское, передал его своему сыну, князю Юрию Звенигородскому. Вообще, село в течение 3 столетий оставалось во владении великих князей. В смутное время, в начале 17 века, церковь была разорена поляками. Документы сообщают, храм каменный стоит пуст и обвалился. Только спустя 30 лет его восстановили, когда разоренное село снова начало оживать. В октябре 1812 года близ Каменского появились французские кавалеристы из войска Наполеона. Однако разграбить богатую церковь им не позволили. Вооруженный отряд из 2000 местных крестьян разбил мародеров. Народу в Каменском прибавлялось, и храм стал обрастать пристройками, расширяться. В XIX веке стал одним из крупнейших в округе. На его колокольне висел самый большой в уезде колокол весом 5 тонн. Сейчас, глядя на небольшое белокаменное здание, в это сложно поверить. Но дело в том, что современный облик – это и есть вид, близкий к первоначальному. Вернули его церкви не сразу. Во время Великой Отечественной войны Никольский храм в Каменском оказался одной из важнейших оборонительных точек советских войск. Огонь по зданию велся почти непрерывный. Но многовековые белокаменные стены оказались настолько крепкими, что пострадали не сильно. А после войны реставраторы задались целью не только восстановить, но и освободить древний храм от поздних громоздких обстроек, что и было сделано. Расчистили даже уникальный древний портал, украшающий вход с южной стороны. Верующим Никольскую церковь возвратили только в 1999 году. Само здание и территорию вокруг привели в порядок, выстроили новую звонницу, и сейчас все выглядит гостеприимно и празднично. Здесь можно увидеть, как выглядели церкви 600-700 лет тому назад, и для этого не обязательно ехать далеко. В каждом выпуске мы рассказываем о красивых и необычных местах. Подписывайтесь на канал, смотрите и путешествуйте.